Приветствую, друзья! Несмотря на заявление, что между Россией и США достигнуты уже якобы какие-то договоренности, об этом поговорим чуточку позже, мы видим на ситуацию, собственно, с боевыми действиями, это особо не влияет, и, собственно, русская армия продолжает продвигаться вперед на многих направлениях, и, собственно, уже даже поступают данные, что, собственно, Купянск уже вот постепенно, знаете, загоняет русская армия в клещи, и, конечно же, эти вот данные, которые приходят, об этом свидетельствуют. Круглосуточно идет охота на различные натовские дроны, особенно дроны типа Баба-Яга. И на кадрах можно заметить, как, собственно, этот дрон наши бойцы уничтожают. Ну и, конечно, вот можно заметить эпичное падение. Ну и, конечно же, натовскую технику, особенно там хаммеры различные, там бронемашины. Также наши операторы дронов непосредственно отслеживают и уничтожают. Охота, конечно, идет и на бронетехнику, особенно танки, потому что это остается очень грозным оружием, особенно когда танк работает с закрытой позицией. Ну и, собственно, конечно, в приоритете уничтожение натовских операторов дронов. И их, как только, собственно, выявляют, туда сразу же отправляются наши дроны, артиллерия или даже может и Искандер прилететь. Для того, чтобы как-то спасаться от наших дронов, натовские наемники пытаются натягивать сетки на своих дорогах основных снабжения. И можно заметить, что, собственно, от этих вот дорог снабжения остается, когда, собственно, там идет налет нашей артиллерии или других систем. И, собственно, конечно же, дроны наши могут на этих дорогах работать достаточно свободно, потому что дыр в этих самых коридорах из сеток их достаточно много. При этом активно идет работа на Херсонском направлении, и авиабомбы с модулем коррекции планирования прилетают туда все чаще и чаще. Ну а натовские генералы уже делают вывод, что русская армия все-таки уже ставит задачу рассечь Херсон на две части и, собственно, уже постепенно освобождать этот город, несмотря на, собственно, речку Днепр, которая является естественной природной такой преградой, которую, конечно же, нужно преодолеть. Ну, что-то мне подсказывает, что в ближайшее время там будут очень серьезные подвижки. Наши бригады российские сейчас также занимаются активным, так сказать, тюнингом бронетехники для того, чтобы эта бронетехника соответствовала реалиям 21 века и, конечно, была максимально защищена от различных дронов. И поэтому, конечно, мы видим вот подобного рода царь-мангалы, на которые определенно на фронте уже идет целая мода. И сейчас, собственно, чем более вот ужасный и масштабный царь-мангал, тем лучше, потому что на поле боя такая бронетехника, конечно же, отличается высокой живучестью. А это, как мы знаем, просто очень и очень ключевая позиция, особенно с учетом вот штурмовых действий, которые русская армия проводит на регулярной основе сейчас. Есть, конечно, и другие экземпляры техники, тюнинга армейского, но тем не менее, если говорить за более серийные моменты, тогда сейчас очень активно работают наши инженеры для того, чтобы технику максимально обезопасить от дронов с помощью различных вот инструментов и систем. И поэтому сейчас вот уже разрабатывают вот подобного рода вот навес на бронетехнику, который перекрывать будет абсолютно, собственно, весь необходимый радиус. И, собственно, эти все навесы будут отстреливать сетки в направлении дронов или, например, уже вот снаряды с программируемым взрывателем, которые могут уничтожать натовские дроны в больших количествах. И поэтому сейчас в этом направлении также наши инженеры прорабатывают возможную систему по защите бронетехники помимо царь-мангалов. Параллельно мы видим, что для уничтожения дронов сейчас на поле боя крайне часто используют различные дробовики, потому что когда вот все-таки есть уже заряд дроби, который может сбивать дроны на достаточно большом расстоянии, то, конечно, это все-таки приоритеты, поэтому сейчас наши вот российские оружейные заводы делают специальные дробовики, адаптированные под реалии СВО, для того, чтобы, конечно же, наши бойцы могли вот этими дробовиками максимально сбивать натовские дроны. Ну а ВКС РФ продолжают работу по уничтожению различных логистических узлов натовской ЧВК ВСУ, и поэтому в Днепропетровске было этой ночью очень и очень громко, туда прилетали герани, причем прямо стаями целыми, и очевидно сейчас вот ситуация там в Днепропетровске очень серьезная, потому что пожар там, собственно, продолжается до сих пор, и виден этот пожар прямо со спутников. При этом, конечно, это не только вот по Днепропетровску прилетало, также очень жестко прилетало еще и по Кривому Рогу, потому что там также уничтожали логистические узлы, и, собственно, эта работа сейчас там идет очень системно.
системно. В свою очередь, натовская ЧВК ВСУ била по нефтеперерабатывающим заводам, и удалось одному из дронов все-таки прорваться и причинить определенный ущерб. Пожар, естественно, уже ликвидировали, ну и, собственно, сейчас идет восстановление от последствий этого удара. Ну а теперь поговорим про договоренности, которые, судя по всему, были достигнуты между США и Российской Федерацией, потому что Трамп вчера уже просто дежурным образом в очередной раз заявил о том, что переговоры России и США прошли очень хорошо, и спецпредставитель Трампа, знаете, улетел довольным. При этом есть отличительная черта от данных дежурных фраз, потому что уже обозначено американской и российской стороной, что идет подготовка на следующей неделе к встрече Путина и Трампа. А это, знаете, очень серьезные звоночки. Дело в том, что прошлые переговоры спецпредставителя Трампа с Владимиром Владимировичем, они всегда заканчивались изначально хорошо, но потом американская сторона все-таки понимала, что это, ну, мягко говоря, не устраивает ни США, ни Британию, ни, естественно, страны Евросоюза, и поэтому шло дальше возмущение, угрозы, истерики в социальных сетях и так далее, ну и различные санкции, вторичные санкции, пошлины там и так далее. Поэтому сейчас, конечно, вот подобная риторика, она обусловлена тем, что, скорее всего, вот речь идет о том, что все-таки западные страны идут на существенные уступки Российской Федерации, потому что в противном случае просто не было бы смысла встречаться Трампу и Путину, потому что, конечно же, принципиально для российской позиции уже обозначено это вывод натовских прокси-формирований с Запорожья, с Херсона, с Славянска, вот, Краматорска и других городов. И, естественно, это просто, знаете, красная линия, которую просто не могут не переступить западные страны. И сейчас, конечно же, судя по всему, есть уже договоренность предварительная, каким образом весь этот процесс запустится. Ведь если все-таки нет договоренности принципиальной по выводу натовской ЧВК ВСУ, то встреча Трампа с Путиным, она просто не закончится ничем на практике, а это для Трампа будет, естественно, выглядеть вот медийным поражением, а он себе такого позволить сейчас не может, потому что и так к нему уже начинают относиться как к клоуну какому-то. И поэтому, очевидно, США тут будут стараться все-таки вот достичь каких-то реальных договоренностей. И, конечно же, как я и говорил изначально, вот договоренность в базе своей будет иметь просто вот вывод натовских прокси-формирований без боя с Херсона, Запорожья, Славянска, Краматорска и других городов Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, там, Херсонской и, собственно, Запорожской. Поэтому сейчас эти все вот аспекты являются принципиальными. Также являются и принципиальными аспекты вот блокировка любых попыток блока НАТО устроить там какой-то ввод войск или различные базы и так далее. Ну и, естественно, режим Зеленского будут обнулять. Изначально западные страны планировали, судя по всему, встречу Путина и Трампа, ну и после генеральных договоренностей встречу на троих с Зеленским, там, где фактически Соединенные Штаты Америки будут выступать гарантом конкретно выполнения режимом Зеленского вывода натовской ЧВК ВСУ с территории Российской Федерации. Ну и, собственно, далее процесс, собственно, вот выборный на определенный период. Поэтому, конечно, с учетом вот подобного рода сценария, Российской Федерации здесь может разве что не устраивать только то, что Зеленский будет участвовать в переговорах. Но я полагаю, что это возможно с учетом того, что если все-таки это необходимая процедура с американской точки зрения для того, чтобы вывести без боя натовскую ЧВК ВСУ с Херсона, Запорожья, там, Красноармейска, там, Славянска и так далее, то это, знаете, очень выгодно русской армии, потому что все-таки десятки тысяч укрепрайонов, которые режимники Зеленского понастроили за эти годы, они фактически вынуждены будут оставить без боя. На этом фоне сам Зеленский начинает теперь уже звонить лидерам стран Евросоюза и рассказывать, о чем там договорились Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация. При этом формула вот ни слова об Украине без Украины уже, знаете, просто обнулена. Просто в никуда, потому что уже по этому поводу в недорехе Зеленского просто вообще даже никто рот свой не открывает, потому что это, знаете, уже времена Байдена, который давным-давно
ушли. А вот на международном треке у США сейчас намечаются очень серьезные проблемы, потому что прогнуть страны БРИКС, очевидно, не получилось, а, собственно, Индия уже даже после введения вторичных пошлин в дополнительных 25% от США уже даже вчера подписала стратегическое соглашение о углублении экономического сотрудничества с Россией. То есть это четко показывает, что Индия не намерена прогибаться под хотелки англосаксов. Мало того, такая агрессия экономическая со стороны США уже побудила Индию приехать на саммит ШОС в Китай, а такого не было, знаете, уже 7 лет. И это все-таки свидетельствует о том, что такая вот внешняя экономическая агрессия от США фактически толкает Индию к более тесному сотрудничеству с Китаем и Россией. И это, конечно, очень просто прекрасная история. И здесь разве что можно только поаплодировать тупости Дональда Трампа. Ну и, конечно же, Бразилия даже уже обозначила, что странам БРИКС нужно срочно встретиться и выработать какую-то общую позицию в отношении экономической агрессии США, Евросоюза, Британии и так далее. И, конечно, с учетом масштабов экономических этих стран, то, очевидно, для западных стран будет очень серьезная проблема, когда эти страны согласуют общую экономическую политику против истерик Трампа и, собственно, стран Евросоюза. Соединенные Штаты Америки, в свою очередь, пытаются готовиться к будущей войне с Китаем, и поэтому укрепляют свои авиабазы, еще которые заросли травой со времен Второй мировой войны, но сейчас поближе к Китаю, на островах, американцы все эти базы сейчас восстанавливают, и особенно сейчас переходят в боевую готовность те военные базы, которые находятся на территории Южной Кореи, колонии Соединенных Штатов, и сейчас, конечно же, там очень идут серьезные приготовления к возможному конфликту за Тайвань. На этом фоне российская сторона обозначила, что обмен пленными, который планировался в рамках диалога в Стамбуле 1200 на 1200, он, оказывается, подвис в воздухе, потому что режимники Зеленского просто вычеркнули 1000 уже подготовленных пленных для передачи их в натовский недорейх. И, собственно, режимники Зеленского таким образом стараются затянуть этот процесс максимально. Ну, российская сторона просто решила опубликовать списки этих людей, которых режим Зеленского просто вычеркнул, для того, чтобы семьи этих всех пленных, они четко понимали, что, собственно, режим Зеленского нацелен на затягивание процесса и просто не хочет возвращения всех этих, собственно, пленных. Это, я думаю, что очень хорошая история для того, чтобы, собственно, не было разночтений в этом вопросе. И, конечно же, у режима Зеленского в приоритете националисты, там с различных вот экстремистских подразделений и так далее. Но, очевидно, российская сторона в эти игры играть с режимом Зеленского явно не планирует. При этом в недорейхе уже обозначили, что нашли очередной коронавирус, который очень серьезно может бить по здоровью и по голосовым связкам. Но это не главное проблема сейчас для режима Зеленского, потому что уже даже пан Буданов, который, как мы знаем, признан в Российской Федерации террористом и экстремистом, обозначен, что на самом-то деле очень скоро в рядах русской армии может появиться огромное количество граждан КНДР, конкретно добровольцев. Ну и со стороны Китая также поток добровольцев может исчисляться просто тысячами. И это уже не будет регулярная армия, это просто конкретно будут добровольцы, которых реально там очень много, потому что и в Северной Корее, и в Китайской Народной Республике, конечно же, масса народа хочет нанести вот военное поражение империалистическим собакам, которые, как мы видим, с учетом натовской ЧВК ВСУ, пытаются, собственно, вот на Руси качать свои права. Параллельно с этим Китай уже даже в море выгнал свои атомные подводные лодки с баллистическими ракетами, ядерными, и уже, знаете, ракеты тип 0,94 уже стоят на боевом дежурстве, и боевые патрулирования начались. Поэтому, очевидно, угрозы Трампа атомными подводками США сейчас в Китае были услышаны, и теперь уже, знаете, Китай также отправил на патрулирование свои подводные лодки. При этом в Китае, конечно же, на других направлениях, особенно в космическом, там идет очень серьезное развитие, и, конечно же, много китайских компаний уже планируют вот первую ступень ракеты возвращать по типу, как это делает Илон Маск или там другие компании. И поэтому сейчас уже даже в Китае спускают платформы на воду, которые приспособлены под это дело, которые, естественно, уже на голову выше, нежели платформы, которые могут себе позволить американцы для своего SpaceX. А поэтому, на самом-то деле, Китай очень серьезно готовится к будущему противостоянию во всех сферах: военным,
экономическом, научно-техническом и так далее. На этом, друзья, у меня все. Выводы, конечно, делайте сами и не вздумайте подписываться на мой телеграм-канал, потому что там все-таки всегда больше интересной информации, нежели в видеоформате. Ну, а для тех все-таки, кто рискнет подписаться на мой телеграм, ссылку на него я оставлю в описании под этим видео. До скорого!